В важных историях вышел хороший материал о том, как российская система переживает войну, как потихонечку отваливаются куски, как перестают работать старые правила и понятия, как почти совсем перестали соблюдаться хоть какие-то гарантии. Среди прочего, там есть интересный момент о программе «Время героев». Это такая путинская идея рассадить по важным государственным постам, в региональные парламенты и даже в Госдуму ветеранов войны с Украиной. Как внезапно оказалось, программа эта вот вообще никак не работает. Сплошь не готовые кадры попадаются. Квоту депутатов в Госдуму от «Времени героев» сократили со 150 до 50 мест. В Башкортостане из 2000 заявок с трудом нашли 2 подходящих кандидатов. Какие-то эти претенденты все кривые, косые. Нет пока для них мест, предполагающих хоть какую-то власть и ресурсы. Этот материал парадоксальным образом перекликается с расследованием проекта о наследственной и клановой структуре путинского режима. В этом интересно разобраться, как та самая власть, которая строила максимально замкнутую систему, построенную на личных и даже на родственных связях, которая развязала войну, чтобы эту систему окончательно зацементировать, утвердить несменяемость, как вот эта вот самая власть вдруг пытается инфильтрировать властный организм посторонними людьми, и с какой реальностью на этом пути сталкивается. Поговорим сегодня о том, почему никому, кто, вернувшись с фронта, раскатал тут губу, не стоит ждать, что военный билет откроет путь к чему-то похожему на государственную карьеру. Почему им стоит иметь в виду, что государству ветераны войны как были даром не нужны, так и будут. Подробно об этом поговорим, только перед тем, как начнем, объявление. 25 октября состоялся 4-й раунд офлайн встреч зрителей моего канала, более чем в 60 городах по всему миру. Встречи прошли в самых разных местах, от крупных столиц до небольших городов. В их числе Копенгаген, Тель-Авив, Берлин, Порту, Вашингтон, Варшава, Вильнюс, Прага, Белград, Тбилиси, Лимассол, Буэнос-Айрес и многие другие. Мы заметили, что даже если в совсем маленьком городе находится организатор из числа подписчиков, то всегда находятся и другие люди, которые хотят прийти и пообщаться. Среди недавно добавившихся мест на карте, где проходят встречи, Бали, Амстердам, Хельсинки, Грац, Сиэтл, Оранж-Каунти, Стамбул, Паттайя, Денвер, Сан-Диего и Фрайбург. Если ваш город я не назвал, но вы хотите организовать такую встречу в своем городе, заходите на сайт мой и оставляйте там заявку. С вами свяжется координатор, обсудит детали, и мы разместим информацию о вашей встрече на сайте, чтобы к вам смогли присоединиться другие зрители канала. Формат может быть абсолютно любым. Можете встретиться в кафе, баре или парке, просто познакомиться и пообщаться, придумать активность вроде пробежки или даже провести шахматный турнир. Все зависит только от вас. Только, организовать надо что-то инклюзивное, в чем любой человек сможет участвовать. Или же, если вы хотите просто прийти на встречу, тоже загляните на сайт и посмотрите, есть ли она в вашем городе, может, я его и не назвал. Опять же, если пока нет, то, может, вы ее организуете. Напомню, что встречи не проводятся в России, Беларуси и Украине. Во всех остальных странах проект работает. Ссылка на сайт в описании. Теперь начинаем. Элиты, как и прочие социальные классы, имеют свойство воспроизводиться. Это происходит неизбежно даже в самых конкурентных демократиях. Сыну депутата, даже в условиях честнейших выборов, проще стать депутатом. Потому что он врастал в политический класс и впитывал эту среду, когда еще не все молочные зубы выпали. Он со всеми знаком. Крупнейшие политики, действующие и отставные, важные партийные чиновники, политтехнологи, ведущие политические журналисты и главы изданий. Все эти люди для молодого политика будут дяди Джоны и тети Мэри. Ну или там, дяди Сережи и тети Маши. Друзья семьи, знакомые знакомых, родители школьных приятелей. Они приходили к тебе домой на ужин. Ты был у их дочери на пижамной вечеринке, а потом через много лет на ней же и женился. Потому что на ком еще тебе жениться? Весь твой круг общения – это дети других политиков. При любой меритократии, при любой конкуренции, при любой прозрачности процедур люди остаются людьми. Вот к влиятельному человеку приходят просить помощи с выдвижением, партийной поддержки или просто консультации 2 молодых политика. Одного он с ползунков знает, а второго впервые видит. Понятно, что с большей охотой он поможет своему. И дело тут не только в кумовстве. Своего человека родители за собой с пеленок таскали. Он был на предвыборных митингах и примерно знает, что говорить и как себя вести.
Он дождался отца в приемных и коридорах, где наслушался, как владельцы высоких кабинетов между собой общаются. Что принято, что не принято. Кто тут важный, кто не важный, кто все решает, а у кого просто должность громкая. Как вообще дела делаются? По тому же принципу дети врачей часто становятся врачами, дети артистов – артистами. Даже если в мире каким-то невероятным чудом полностью искоренят прямой непотизм и протекцию, что невозможно в реальности, все равно останутся другие факторы. Тому, кто вырос на съемочной площадке, гораздо проще там и остаться. Ведь понимание, как тут все устроено и как работает, как себя вести перед камерой, ребенок артиста получил, когда другие только учились ложку держать. У нас же принцип воспроизводства элит многократно усугублен советским наследием. Сейчас поговорим об этом. Только сначала скажу о нашем проекте «Релокация». Посмотрите, пожалуйста, он очень интересно развивается. Хочу напомнить вам про мой проект «Релокация». Мы недавно модернизировали его, сделав еще более полезным и удобным. Раньше это был сайт, где мы собирали всю полезную информацию, которая могла бы вам пригодиться для переезда в другую страну или для принятия решения, куда именно переехать. Мы писали статьи, сравнивали страны, продолжаем делать это и сейчас, но теперь мы также начали помогать с самим переездом. У нас есть множество проверенных партнеров, которые занимаются оформлением ВНЖ, ПМЖ и гражданства. Партнером таким может стать далеко не каждый. Мы смотрим на опыт работы, на отзывы клиентов, на количество успешных кейсов, чтобы быть уверенными, эта компания или человек даст крутой результат. Сейчас на сайте Релокация доступна помощь по 26 направлениям. Вы сможете получить ВНЖ Испании, Португалии, Италии, США, Великобритании, Франции, Сербии и многих других стран, репатриироваться в Израиль или попасть на обучение в Германию. По некоторым направлениям мы все еще ищем и подключаем новых партнеров. Варианты есть самые разные. Мы также помогаем выбрать страну по возможностям. Если у вас, к примеру, доход от 3000 евро и удаленная работа, то вам подойдет множество локаций. Можете написать нам, поможем выбрать подходящую. Важно, мы сосредоточились именно на помощи с получением ВНЖ, ПМЖ и гражданства. С поиском работы мы не помогаем. Раздел с бесплатной информацией по-прежнему останется доступным. Там будет вся актуальная информация по визам, а также по налогам, правилам ввоза животных, образованию для детей, особенностям аренды. Также есть раздел, где можно посравнивать разные страны между собой. Это очень удобная фишка. Ссылка на сайт в описании. Там же ссылка, по которой вы можете связаться с нашим оператором и подобрать себе оптимальную страну для переезда. Надеюсь, вы посмотрели и не перемотали, продолжим. У нас принцип воспроизводства элит многократно усугублен советским наследием. Посмотрим на поздний СССР. Это жестко сословное общество, и границы высших сословий практически непроницаемы. МГИМО, открывающий дорогу к работе за границей, наивысшей советской привилегии, не для того поставлен, чтобы набирать деревенских полиглотов. В МГИМО учатся дети дипломатов и партийной элиты. До этого они учились в отдельных школах и ходили в отдельные детские сады. В СССР абсолютно все – питание, одежда, образование, места отдыха – все зависит от того, где ты родился, по какому ведомству и в каком статусе служат твои родители. Так и получалось, что директорами магазинов, послами в ФРГ, инструкторами райкомов партий не становились, а рождались. Карьера в силовых органах МВД и КГБ была почти единственным социальным лифтом для людей с происхождением, как у Путина и его ближайших дружков. Примерно как в классическом средневековье, армия и церковь были единственным способом вырваться из низов, пройдя через тяжелую службу, которая не привлекала элиты. Действующим российским министрам, губернаторам, ключевым управленцам к концу советской власти было около 20. Они как раз заканчивали свои элитные институты, куда с улицы было не попасть, чтобы стать продуктом воспроизводства номенклатурных династий. Нет ничего удивительного в том, что сегодняшние большие руководители – дети брежневских министров и правнуки сталинских наркомов. Семейственность свою они продолжают и дальше. Теперь уже и их дети рассаживаются по начальственным креслам. Примера ради, нынешний губернатор Магаданской области Сергей Носов окончил институт имени собственного деда. Вот так далеко все заходит. Нужно еще понимать, что в нашей плутократической системе место во властной вертикали – это единственный значимый актив. У нас, в отличие от олигархии, не деньги обеспечивают власть, а власть – деньги. Место во власти – это тебе не бизнес какой-нибудь дурацкий.
Когда ты бизнесмен, ты вчера мог ворочать миллиардами, а принял одно, второе, 10-е неудачное решение и переезжаешь в съемную однушку где-нибудь в Выхино. Даже в истории нашего молодого капитализма такие случаи бывали. Можете почитать, например, биографию одного из участников семибанкирщины, Александра Смоленского. А вот кресло областного прокурора будет приносить доход при любых обстоятельствах. Пусть кругом война, кризис, санкции, природные катаклизмы, ты в любом случае богатеешь. Допустим, владел ты вчера компанией Polaroid. Весь мир лежал у твоих ног. Ты был монополист, гегемон и купался в бриллиантах. А сегодня мир перешел на цифровую фотографию. И вот ты уже 5-й раз перезакладываешь дом, чтобы рассчитаться с долгами. Если же Polaroid госкомпания, а ты чиновник, ее возглавляющий, то тебе абсолютно по боку, как обстоят дела с продажей и нужен ли кому-то вообще фотоаппарат в эпоху смартфонов. Будут убытки, их покроют субсидиями. Рухнет спрос, заставит школы и больницы твои фотоаппараты покупать. Или другую продукцию. Государственная должность – это актив, ценность которого не зависит от твоей компетенции, удачи и примитивных рыночных обстоятельств. Любой пост, начиная от начальника департамента в крупном городе, регионального замминистра, главы службы или управления – это не должность с кругом обязанностей, а просто пакет акций Российской Федерации. Естественным образом, разные пакеты акций друг друга взаимодополняют и усиливают. Кресло вице-губернатора в сочетании с зятем в прокуратуре, дядей в ФСБ, с детьми в руководстве госкомпаний-подрядчиков – это сильно лучше, чем просто кресло вице-губернатора. Ведь в первом случае у тебя и воду в область проводят, и мусор вывозят, и за всем этим надзирают свои люди. Короче, каждая должность, любое место в системе, как родовой замок или деревня с крестьянами феодальных времен. Дети, внуки, любовницы, дети любовниц, любовницы детей, двоюродные братья, жены, одноклассники, однокурсники, расставленные по самым разным должностям, взаимно дополняют друг друга, взаимно покрывают и помогают зарабатывать. И получается чиновничий клан, как дворянский род в средневековом смысле этого понятия. Распространить свой клан как можно шире по вертикали и горизонтали – смысл жизни и залог устойчивости любого большого чиновника. И самое последнее, что предполагается в такой системе, это вдруг не весть с каких пирогов все, что нажито непосильным трудом поколений номенклатуры, пожертвовать в пользу каких-то совершенно левых персонажей. Никто не против, товарищ герой СВО. Иди работай специалистом 2-го разряда в Департамент социального обеспечения городского округа Кинешма. Зарплата 26 тысяч рублей, премии, отпуск в соответствии с трудовым законодательством, раз в пару лет путевка в санаторий имени Станка. Через 30 лет дорастешь до старшего специалиста, дадут надбавку за выслугу лет на муниципальной службе, за классный чин. Грамоты еще будут вручать, за агитацию старушек перед выборами поощрят. Вот в такую власть, пожалуйста. Но не существует в России никакого склада бесхозных должностей, которым предлагается реальная власть, реальный доступ к коррупции, машины с водителем, перелеты бизнес-джетами, оплаченные попойки на Петербургском международном экономическом форуме и на прочих тусовках. Такие места или кому-то принадлежат, или уже кому-то обещаны. Ни на одной автобусной остановке по всей Руси-матушке не найдешь объявления «Срочно требуется министр ЖКХ и энергетики Калмыкии». Иногородним предоставляется общежитие. Не ищет Собянин начальника департамента строительства города Москвы на HeadHunter. За эти должности торгуются, их разменивают, за них воюют, проигравшие всей семьей уезжают в СИЗО. И что теперь, за просто так это все раздавать каким-то хренам, которые вчера на автомойке работали? Все 25 лет система власти в России возводилась ровно для того, чтобы никаких посторонних туда не пускать. Ради этого вертикаль строили, выборы воровали, оппозицию сажали, пропагандой занимались, Крым захватили, войну развязали. Делалось все возможное, чтобы максимально законопатить все щели, чтобы никто даже не думал стать властью. Чтобы Патрушева мог сменить только Патрушев, Фродкова только Фродков. Сколько ресурсов было положено на то, чтобы зачморить, а лучше вообще посадить любого несогласованного кандидата, который случайно выборы выиграл. Вспомнить, например, Хабаровский край и Сергея Фургала. Позже, в 2021 году, принципиально было не дать оппозиции ни единого места в Госдуме от Москвы. Каждый раз, когда у кого-то возникала мысль, что куда-то можно влезть без разрешения, тут же прилагались неадекватные масштабу усилия, чтобы идею эту пресечь на корню. И тут Путин такой и говорит: мы
Понабрали не пойми кого, их хорошенько на фронте поконтузило. Рассадите-ка вы их, ребята, в соседние с собой кабинеты. Как раз на те места, куда вы планировали пристроить племянников и внуков. Так вот туда приглашайте этих красивых парней, которые за вас потеряли в атаке глаз. Путинское время героев фундаментально противоречит всему, что он строил. Предлагается наводнить власть, начиная с регионов и заканчивая Государственной Думой, людьми с улицы, которые не понимают, какие тут правила игры и потенциально неуправляемы. Проще говоря, соорудить себе контуженную оппозицию и вручить ей ресурсы и полномочия. Это ж именно то, чего всю дорогу избегали и будут избегать до последнего. Примерно та же история и с Z-телеграммом, деятели которого постепенно награждаются иноагентством, а кто-то и в СИЗО уезжает. Добрый день. Приехал в гости к Аптею Ароновичу, к уважаемому нашему командиру спецназа Ахмат. Ой, давайте перезапишем чуть. Оговорился. Ага. Добрый день всем, дорогие читатели, слушатели. Приехал к уважаемому Аптею Ароновичу Алаудинову, командиру легендарного спецназа Ахмат. Встретились, обсудили темы различные, начиная от межнациональных отношений и заканчивая согласия нашего гражданского, к чему постоянно призывает наш президент. Очень много сделано Аптеем Ароновичем. Аптей Аронович перемирил, казалось бы, многих непримиримых людей, включая меня и Владимира Грубника. Теперь у нас нет никаких конфликтов с ним, все исчерпано, и мы вместе будем работать на благо нашей Родины. 25 лет с первого дня Путина в должности государство последовательно закатывало в асфальт все общественно-политическое вещание. Прошли путь от разгрома федерального канала НТВ до положения, когда страничка в интернете на пару сотен читателей с несогласованным мнением не может существовать легально. Построили вертикаль управления СМИ с освещениями, темниками, методичками. Все медиаактивы стянули де-факто в одни руки. А тут, понимаешь, какие-то чудики решили, что раз они людоеды, у которых кровь с клыков капает, что если они за войну до победного конца, то у них тут свобода слова, плюрализм мнений и вообще первую поправку к американской конституции специально для них туда и включили. Что можно без разрешения объединяться для помощи фронту, можно гавкать на важных людей, обзывать их обидными словами, что если вы с провоенных, а не с либеральных позиций тут болтаете без умолку на миллионной аудитории, то вы, понимаешь, в домике. Нет. Это государство буквально строилось, чтобы не давать болтать. Без разницы о чем. Государству важно, что вы, херы с горы, болтаете без разрешения и согласования. Проблемы, которые появились у Z-телеграммы, не единичные эксцессы. Ему хана по фундаментальной причине. Не бывает в централизованном авторитарном государстве цветущего рынка политических СМИ. Z-блогеры, как явление, возникли в неразберихе начала войны. Им свернут башку неизбежно. Также и со временем героев тоже. Как это выглядит с точки зрения тех самых больших начальников? Вот мы, значит, строили авторитаризм и централизацию, монополизировали политику, создавали кланы, выращивали их и обогащали. Чтобы что? Чтобы с кем попало поделиться финансовыми потоками? Чтобы политических конкурентов своими руками создавать? Понятно, в чем заключается идея Путина с этим его временем героев. Это попытка как-то так воевать, чтобы без последствий. Распихать вернувшихся с фронта на какие-нибудь должности при зарплате, или, по крайней мере, дать им надежду, что распихают, чтобы особо не буянили. Остальные чиновники не могут прямо сказать Путину то, что на самом деле думают. Вакансии, где надо не работать, а в золотом кабинете сидеть, у нас расписано на 10 поколений вперед. Нам не для того паркет натирали, чтобы персонажи из окопов в своих кровавых портянках по нему шастали. Мы их на гаубичный выстрел к себе не подпустим. Пусть они своих односельчан на вилы сажают. Нам тут такого не надо. Это что, придет такой и будет нам тут рассказывать, как родину любить? Голосовать хрен знает как будет. Мнение свое ценное фронтовое высказывать. Денег на инвалидную коляску ему выделим, и пусть вот прям на ней и катится на все 4 стороны. Максимум можем его сделать помощником депутата муниципального собрания сельского поселения, где на 500 жителей 800 медведей. Сказать так прямо бюрократии нельзя, но у нее есть отличный инструмент – саботаж. Затягивание сроков, рассказы, мол, что как-то вот не все подходят, тот туда не годится, этот сюда не влезает. Так страшный сон Володина, руководство Единой России и администрации президента, треть депутатов Госдумы, составленные из героев СВО, превращаются сначала в 9-ю часть, потом в 5%, а потом хлобысь, и после выборов в Думу пройдут 3 человека, которые, конечно, в сторону фронта когда-то, видимо, выезжали, но фамилии у них подозрительно знакомые.
Расследование проекта о династической природе путинского режима и материал важных историй о том, что как-то не складывается с насыщением власти героями СВО, вышли независимо друг от друга и почти синхронно. Но удивительно, как они рифмуются. И первое расследование на пальцах объясняет, почему такой проект, как «Время героев», обречен на уровне идеи. Никогда ни один человек, которому по рождению положена серьезная карьера, не окажется в окопе. Ни один человек из окопа не сделает серьезную карьеру. Если кто-то по поводу этому, губу раскатал, если кто-то уже видит себя, такого красивого и камуфляжного, в кресле депутата или министра, то наш совет – закатать ее обратно как можно быстрее. Такие мысли в нынешнем режиме не одобряются, а силовиков с губозакаточными машинками вокруг много. До завтра.